Добрый день всем подписчикам и зрителям нашего видеоканала. Это опять яхта Даниэла из Черногории и наш видеодневник. Сегодня у нас на канале обзор одной из самых распространенных лодок на вторичном рынке Европы. Яхта формата мейнстрим. И, как вы уже смогли догадаться, это 39-я Бавария 2005 года выпуска. Большинство начинающих капитанов, не скрою, в том числе был и я, свое знакомство с яхтами начинают именно с Баварии. Примерно такая Бавария стала самой первой яхтой, на борт которой я поднялся в 2009 году на московском боут-шоу. До сих пор помню свои впечатления первые. Богатая мебель, огромное количество рундуков и ящиков. Новый, дивный для меня мир. Ребят, я очень долго готовился к этому обзору, переписывал план, заходил в тупик и в конце концов решил, к черту план. Я вам не буду рассказывать, как хороша эта лодка, какие огромные у нее рундуки и каюты. Многие зрители на нашем канале дольше знакомы с яхтингом. Мне сложно на их фоне изображать из себя эксперта. И в коем случае не принимайте это видео за чистую монету. Это всего лишь поверхностное знакомство с лодкой, с ее устройством и интерьером. Выводы всегда делайте сами. Ну что, пойдем смотреть Баварию. Кстати, мы стоим с ней соседними бортами больше полугода. По-соседски дружим яхтами и вместе пережили карантин. Секретов у нас друг от друга никаких практически нет, но если нам удастся вызвать ребят на откровенный разговор, считайте, что нам повезло. Айда! Делаем пару шагов по нашему причалу. Итак, мы на борту. И смотрите, ребят, несмотря на то, что эта лодка размером 39 футов, это честный 40-футовик с массой достоинств весьма большей лодки. Во-первых, здесь два туалета, и если вы будете регулярно принимать гостей на борту, то сразу заметите, что два туалета это не роскошь, а критическая необходимость на яхте. Во-вторых, она всего лишь на 10 сантиметров короче 12 метров, но ее владелец часто и с восторгом будет вспоминать эти недостающие 10 сантиметров при оплате марин или, допустим, при оплате налога на ветер в Греции. Если мне не изменяет память, за лодку больше 12 метров в Греции надо платить 120 евро, а за до 12 метров это всего лишь 30 евро. Почувствуйте разницу, как говорится. Хотя физически ощутить недостаток этих 10 сантиметров на борту этой яхты практически невозможно. Пространства для постоянного проживания на борту семьи из 4 человек здесь предостаточно. 3 полноценных отдельных каюты, плюс кают-компания. Высота подволока, смотрите сами. Мой рост 182 сантиметра. Проходим в носовую каюту. Здесь полноценная хозяйская каюта. Большая, огромная кровать. С левой стороны пуфик. Также слева огромный шкаф. Справа туалет с душем. В носовой каюте под спальным местом расположен бак пресной воды объемом 150 литров и рундук. Честно говоря, ну, ребята, извините, поднимать я вам его не буду, но поверьте мне на слово, там можно вдвоем, наверное, расположиться в этом рундуке.
Отличительная особенность Баварии то, что яхта разбирается полностью как конструктор. Под поелами мы видим килевые болты, заземление. Ну и если вы затеяли на яхте ремонт, то она автоматически превращается в поле, как будто, не знаю, здесь прошел Мамай. Это на всех яхтах, независимо от размера. Кают-компания. Без всяких ограничений. Здесь спокойно за столом сядут 6 человек. Можно, конечно, и больше, но 6 человек будут себя здесь чувствовать вполне комфортно. В одном из рундуков кают-компании стоят две сервисных батареи объемом 150 ампер-час. И также здесь находятся стартерные батареи 60 ампер-час. Санузел, который расположен в кают-компании, он более увеличенного размера. Здесь есть отдельная душевая. Ну и туалет, мойка, все как обычно. На 39-й Баварии расположение камбуза боковое по левому борту, в отличие от более меньших моделей. Рассказать об устройстве камбуза мы попросим владельцу этой лодки Юлю. Юлечка, расскажи нам, пожалуйста, что у тебя тут? Всем привет! Вот кухня у нас довольно-таки простая, но ничем не уступающая любой кухне, у любой хозяйки в квартире. Когда мы стоим в марине, мы пользуемся вот такой вот индукционной плиткой, которая вот отодвигается, и мы легко можем добраться. Вот здесь вот у нас газовая плита и газовая духовка. Все это компактно и удобно складывается. Холодильник у нас, к сожалению, один, вот, но он довольно-таки глубокий и вместительный. Две мойки, много шкафчиков для хранения посуды и продуктов. Первое, что мы установили после переезда на лодку, это фильтр для очистки воды. Вот он у нас тут за плитой. Работает он по принципу обратного осмоса фирмы Экософт, который мы привезли еще из дому. За этим шкафчиком прячется расширительный бачок на 7 литров. И вот сюда выведен кран. А еще у меня есть секретик. У меня есть вот такой вот супер вместительный рундук, в который у меня помещается и термос, и мультиварка, и чайник, и посуда, и даже бар. В корме здесь расположены две каюты, они абсолютно зеркальные. Давайте зайдем в одну из них. Ну и опять же, отличительная особенность всех Баварий — это ящики, шкафчики. По высоте, смотрите, ребята, сами, у меня над головой запас примерно 20 сантиметров, то есть я не чувствую себя здесь стесненным или еще что-то. В левой кормовой каюте располагается бак для пресной воды объемом 210 литров. А также здесь находится бойлер объемом 20 литров. В правой кормовой каюте расположен топливный бак. Он выполнен зеркально. Единственное его отличие — это черный пластик. Он объемом 210 литров. Характерная и отличительная черта всех яхт верфи Bavaria Yachts — это моторы Volvo Penta и Sail Drive. На данной лодке стоит дизельный трехцилиндровый двигатель серии MD-2030 мощностью 30 лошадиных сил. Доступ к мотору обеспечивается с 3 сторон. Практически все обслуживание можно сделать без труда. И из каюты доступ к фильтрам, к масляному щупу. По правому борту штурманский стол. Классическое размещение здесь. Кран радара, рация, музыка, управление
электричеством все полностью. Мое непредвзятое мнение, мне такой стол, такое расположение стола мне нравится. Ребят, еще одна особенность Баварии, да и не только Баварии, а то, что у них транец отформован вместе с палубой. И если вы осматриваете какую-то лодку, выбирая ее, то первое место, куда стоит заглянуть, это Ахтерпик. Там, если у яхты были какие-то касания с берегом, с причалом, то там можно увидеть все недочеты, косяки, которые были при столкновении с берегом. Мы уже вытащили из каюты матраса, чтобы добраться в это помещение. И давайте заглянем, как здесь все устроено. В Ахтерпике как раз палуба соединяется с корпусом, и если в истории этой лодки были какие-то столкновения с берегом, то здесь будут видны либо трещины, либо работы, которые с ней проводились. В это помещение при осмотре стоит заглянуть обязательно. Также здесь мы видим рудер, привод пера руля, привод автопилота. Здесь же заходят шланги в топливный бак и в танк пресной воды. Нактоус на 39-й Баварии расположен по центру кокпита, и на стоянке штурвал снимается легким движением руки. В кокпите Баварии два больших огромных зеркальных рундука. Здесь идет подключение электричества. Парусное вооружение этой Баварии – шлюп, грот классический, с латами и Генуя 110%. Установлен спинакер гик. На мой взгляд, это очень удачная комплектация. И здесь я имею в виду отсутствие закрутки грота в мачту. Знаю, что это предмет бесконечных споров, что лучше. Но вот мой хороший знакомый, за плечами у которого кругосветка, в этом году выбирал новую яхту, и его условия были однозначны. Грот должен быть классическим. Пять месяцев, как мы живем на яхте. Это то, чего мы хотели. Мы к этой мечте шли 5 лет. К яхте мы уже привыкли, мы уже с ней сроднились. И надеюсь, нас ждут впереди приключения. Мы хотим больше плавать в море, больше путешествовать, видеть другие страны, больше знакомиться с новыми людьми, с новыми культурами. Хотя в этой стране мы нашли для себя и море, и тепло, и нашу яхту, и новых друзей. Это то, к чему мы шли. Ребят, ну вот такой получился обзор. Возможно, я не заглянул во все тайные уголки и во все рундуки этой яхты, но тем не менее общее представление об внутреннем пространстве лодки вы получили. Если у вас останутся какие-то вопросы именно по Баварии, по комплектации, вы всегда можете задать их в комментариях. Ребята будут смотреть этот ролик и с удовольствием ответят на ваши вопросы. Ссылочки на их аккаунты в социальных сетях будут под описанием к этому ролику. Заходите, комментируйте, мы всегда рады вашим комментариям. Пока-пока, через неделю увидимся.